носки есть, подожди, 2 секунды, я сейчас что-то сделаю, подожди. Хозяин подарил Добби носок, теперь Добби свободен. Решительная, невероятная и эмоциональная. Все, что происходит в Делюкс-ивенте, остается в Делюкс-ивенте. Мы купили поле пшеницы, его скосили, и из этого всего поля сделали охапки пшеницы и украсили ими всю гостиницу Каса Панайотти в горах. Ты человек, принимая другого человека в зависимости от того, кто по происхождению, таким, как он есть. Если у человека нет мечты, то он живет зря. Я очень эмоциональный человек, я всегда плачу. Я не буду назвать эту сумму. Это была достойна? Это было достойно. Просто это делала лучше других. Одна из них. Лучше. Меня зовут Лия Кубаладзе. Я глава агентства, официального, легального агентства Deluxe Event на Кипре. Я родилась и до 18 лет я находилась в городе Тбилиси. Обожаю эту страну, обожаю этот город. Потом я переехала в Грецию, прожила там 12 лет. Тоже страна, которая меня очень многому научила, преобразила, скажем так, да. И между этими странами была постоянно Москва, потому что у меня мама сама из Москвы. Вот у нас там есть квартира, то есть мы постоянно летаем туда. И конечная точка – это Кипр, где я нахожусь сейчас, остров любви. Невероятно положительный остров, я его безумно люблю. И надеюсь, что я отсюда как бы не уеду, потому что мне здесь очень комфортно. Сама я, не поверишь, по профессии учитель французского языка. Но, к сожалению или к счастью, я никогда не занималась преподавательской деятельностью, потому что, ну, вообще не мой стиль. Я просто с детства бредила французским языком, сама поступила в французский институт, сама его окончила, без всякой помощи и так далее. Вот. А потом так получилось, по семейным обстоятельствам мы переехали в Грецию. Когда я переехала на Кипр с маленьким ребенком, ей был месяц моей Марилисе, когда мы приехали на Кипр, я понимала, что просто жить и ничего не делать на Кипре я никогда не смогу. И я начала себя искать, и тогда у нас была идея, как раз мы сидели на балконе, как сейчас помню этот день, мы сидели с моей приятельницей на балконе и думали, она тоже как раз только родила, что мы будем делать. И тогда у нас пошел разговор, а может мы откроем какой-нибудь магазинчик туда-сюда с Кристиной, потому что здесь Кристина на самом деле справляют так же, как и свадьбы, то есть масштабные, там и на 100, и на 200, и на 300 человек и так далее. Вот. И тогда у нас зародилась эта идея, мы открываем свой первый магазин. И вот тогда эта история вот завертелась, закружилась, и когда я окунулась в мир этого всего, я поняла, что это вот именно вот та вишня на торте, которым я хочу заниматься. И это меня вот уже мысль не отпускает, просто с каждым разом, с каждым годом ты больше повышаешь свою квалификацию, поднимаешься еще на одну ступень выше, выше, выше и выше, и колоссальный опыт, колоссальные ивенты, и оказываешься там, где сейчас ты оказываешься, на Олимпе, на вершине. Я, во-первых, горжусь собой, потому что когда ты приезжаешь в незнакомую страну, одна с ребенком на руках, и понимаешь, что ты должна чего-то добиться и кем-то стать, понимаешь? Должна в первую очередь для себя. Я никому ничего не должна, но я должна самой себе. И когда ты каждый день доказываешь самой себе, что нужно больше, нужно лучше, нужно вот так, вот еще вот так, и вот так, и вот так, и когда ты получаешь ответную реакцию от клиентов, вот эту, знаешь, благодарность, это успех, потому что организовать и сделать хороший ивент на уровне невероятно сложно, невероятно. Тот, кто думает, знаешь, просто пришла, что он там делать, ничего она не делает.
ты попробуй, сделай, а потом говори. Вызовы и испытания. У меня их было слишком много на моем жизненном пути. И я очень горжусь собой, что я это прошла, пережила и добилась того, где и как я нахожусь сейчас. Я это сделала сама одна, в незнакомой стране, и сделала это с колоссальным успехом, скажу так. Как сказала моя любимая сестра, знаешь, я чем старше становлюсь, тем красивее становлюсь и внутри, и внешне. Я не знаю, почему так происходит, потому что я свой возраст никогда не скрывала, никогда его скрывать не буду. Мне 46 лет, я не выгляжу на этих 46 лет, не потому что я это говорю, мне это все говорят, причем без лукавства. Причем я в своем теле ничего не вливала, не вставляла и ничего не делала. И а какой вопрос был? Что тебе нравится? Ой, мне все нравится во мне. Я просто идеальная. Самое большое достижение в моей жизни – это мой любимый ребенок. Это моя дочка. Это мой успех. Я ей безумно горжусь. И я очень рада, что у меня есть продолжение, мое продолжение. Счастлива? Абсолютно. А как может быть абсолютно? Что это значит? Слушай, ты знаешь, счастье – это же понятие растяжимое, да? А человек может жить в шалаше, да, и может быть счастлив, потому что именно этого он хочет, знаешь. Я то, что имею сейчас на данный момент, я безумно счастлива, потому что, во-первых, я здорова, у меня есть семья, мои люди, которые меня окружают, здоровы и счастливы, да? И у меня есть моя любимая работа. Мне другого ничего не надо. Остальные вещи, которые там, знаешь, вещи, машины, дома и так далее, придет время, это тоже будет. Если не будет, значит не будет. Я бы у него спросила, почему он нам дает так мало жизни для реализации. Потому что на самом деле, знаешь, когда у тебя есть планы, и и ты заболеваешь и умираешь. Почему? Ты же видишь, что у меня есть цель, ты же видишь, что у меня есть мечты, ты же читаешь мои мысли. Для чего ты это у меня отнял, мою мечту? Почему? Почему ты не дал мне дорасти и сделать это? Одной жизни для человеческих целей мало? Ты знаешь, я не думаю, что было мало, потому что жизни никогда не мало, потому что когда ты добываешь одной цели, у тебя появляется вторая, третья, десятая и так далее, да, то есть человек эмоционально, он не насыщается, да, не надо путать жадность сюда денег, это совершенно разная другая история, эмоционально. И мне кажется, что если человек прожил одну жизнь счастливо, имея то, что у него есть, добившись того, что у него есть, и этим, то мне кажется, это одной жизни абсолютно достаточно, умереть счастливым. Я уверена, что я уйду из жизни счастливо, потому что я счастливый человек, я каждый день это счастье переживаю. Я счастлива абсолютно во всем, и у меня каждый день мой счастливый. Он может быть уставший, он может быть высосан эмоционально, я могу быть уставшей и так далее, но я счастливая.
важно в твоей работе? Самое главное в моей работе – это получить от клиента те эмоции, те чувства, которые он ждет, и мне эти чувства ему отдать. То есть это, знаешь, такая взаимоэнергия, передача энергии. То есть я хочу отдать и хочу эти чувства получить. А что это за чувство? Это радость, это смех, это любовь, это счастье, это какое-то излучение, наверное, вот так. У тебя когда-нибудь были клиенты, которые, когда увидели место, которое ты декорировала или организовывала, они плакали? Да, да. Это прекрасно. Это офигенно. А ты плакала? Я очень эмоциональный человек, я всегда плачу. Хорошо. У меня есть в моем портфолио пара таких работ. Я с смелостью могу сказать, что на Кипре никто никогда не сможет это осуществить, потому что это была и сложная площадка, и владелец площадки заявил, что после нашего ивента ему он очень понравился, он сказал, что это было в первый и последний раз. Ивент был сложный. И Что за ивент, если можно? у нас была тематика пшеница, вот, причем было прикольно, потому что клиент видел всю территорию в охапках пшеницы и так далее, то есть это должна была быть пшеница повсюду. Чтобы ты понимала, мы купили поле пшеницы, его скосили, и из этого всего поля сделали охапки пшеницы и украсили ими всю гостиницу Касали Панайоти в горах. Это было круто. Вот это да. Да. На Кипре очень много достойных агентств. Я имею в виду, если мы берем весь Кипр и киприотов в том числе. Я больше базируюсь с российскими клиентами. У меня 99% из 100 русские клиенты, Россия, да? А почему? Мне с ними проще. Мне с ними проще, потому что, ну, во-первых, я говорю на русском языке, а они говорят на русском языке, да, и как-то, ну, у нас, во-первых, очень помогает наше сообщество. Но ты ведь также говоришь на греческом и на английском? Я на английском не говорю, на греческом я говорю свободно, но смотри, у нас, я раньше, когда начинала свою карьеру, скажем так, на острове, да, то у меня в основном клиенты были киприоты. Но потом это мне стало неинтересно, потому что у них какие-то повторяющиеся темы, маленькие бюджеты, скажу честно, да, вот. А с маленьким бюджетом сложно сделать что-то грандиозное. А мне нравятся грандиозные праздники, я себя вижу вот так. То есть там больше вещей можно сделать, больше красоты можно навести. И среди киприотов очень много достойных агентств на Кипре, которые годами уже там, по 10, по 15, по 20 лет работают, и поэтому там есть достойные работы. Если мы говорим про нашу аудиторию, то я могу сказать, что мое агентство, оно очень сильное, мы занимаем лидирующие позиции по организации и декорированию мероприятий. Я это могу сказать даже без скромности. На самом деле сложных рабочих моментов у меня не было, потому что я досконально прописываю тайминг и каждую деталь хода ивента, скажем так. И, конечно, если я понимаю, что может быть какая-то загвоздка, у меня всегда есть план Б, план С и план и так далее. То есть никогда не было такого, чтобы у меня что-то от меня зависящееся подвело. Такого не будет никогда. Опять же, у нас никогда не было проблем с артистом, слава богу, и самолеты прилетали и так далее и подобное. Да? И те подрядчики, с которыми я сотрудничаю, такого не было никогда. А сейчас вот
за последние 2 года? Были сложности в работе? И как вообще вся эпидемия и вся эта ситуация отразилась на твоей работе? Слушай, ну, для меня был немножко такой депрессивный момент, я думаю, что не только для меня, когда вот началась вся эта история с ковидом, и люди еще не понимали, что вообще будет происходить. Будет ивенты, не будет. То есть у нас это, по-моему, началось в мае, да, 2 года назад. То есть, да, у нас как раз должна была быть очень красивая вечеринка. И, соответственно, с этой вечеринки после Пасхи начинались, ну, как обычно это делается, да, у нас на Кипре. То есть происходит Пасха, происходит пост, заканчивается, и как бы идут уже свадьбы, крестины и так далее после поста. Начинается такой, как это называется, сезон мероприятий. И я помню, как раз 25 числа у меня должна была быть очень такое грандиозное мероприятие, как раз в день моего рождения. И мы понимаем, что за месяц начинается как-то что-то как-то, а вдруг будет, а вдруг не будет, и гостиница тоже там непонятно, артиста непонятно, и когда вот, и мы все, знаешь, мы же тогда думали, пройдет, ничего, недели, там все будет хорошо и так далее. И когда мы понимаем, что уже у меня идут отмены певцов, отмены артистов, идет возврат билетов, брони гостиниц отменяются, у меня тогда начинается истерика, потому что это должен был быть классный год, просто. И тогда вот, да, у меня как-то вот заклинило на пару месяцев, я не могла это принять, хотя мне все вокруг говорили, мои близкие, да это не только у тебя, это у всех. Ну ты это сложно воспринимаешь, потому что было в каждом мероприятии, в подготовку мероприятия вкладывается столько усилий, даже больше, чем в день мероприятия, когда оно происходит, потому что преподготовка, это, конечно, колоссально. Нужно найти подрядчиков, нужно составить сметы, нужно найти площадки, нужно подготовить декор, конструкции, ну, заказать цветы. Это конечно, это большая эмоциональная подготовка. Что помогло тебе в то время? Да я сама себя вывела. Ты это принимаешь, пропускаешь через себя и говоришь, вот так у всех. То есть, переживем. Главное здоровье. Главное, правда, здоровье. Ты себя считаешь сильным человеком? Очень, очень. Но опять же, человек располагает, а Бог располагает. Понимаешь, насколько бы ты сильным ни была, вот тебя бабахнуло, как меня бабахнуло, понимаешь, и твоя сила, ты понимаешь, что ты не всех человек, да, то есть надо уметь тормозить, а я не умею, к сожалению, а может, к счастью. Зато ты успешно. Может, Да. это привело тебя к успеху? Да. Ты знаешь, к успеху приводит, во-первых, твоя мечта, то есть ты задаешь себе планку и идешь вот на этот верх. Тихо, сначала, потом больше, карабкаешься на эту гору. Если у человека нет мечты, то он живет зря. Понимаешь, потому что, опять же, дети, там, муж, семья и так далее, окей, это, конечно, это главная часть твоей жизни, да, одна из главных составляющих. Но каждый человек, он должен эмоционально как-то себя чем-то наполнять, переполнять, заполнять, да, свои вот эти все дыры, которые у тебя есть в организме. И мне кажется, если у человека нет своего любимого дела, то, тогда, я не знаю, это, наверное, это не есть хорошо, потому что человек живет эмоциями. Вот для меня эмоции, вот это все. Смотри, у нас есть политика, все, что остается, у нас там были очень смешные случаи, но все, что происходит в Делюкс-ивенте, остается в Делюкс-ивенте, это закон. Из смешных историй, да, это забавная история, но это, наверное, надолго, там вырезать ничего не будешь. Смотри, у нас, значит, был запрос на мероприятие, и мы сделали очень красивый декор, и торт был темно-синий. Мне звонит помощник клиента, мы привезли торт, поставили его в холодильник. В какой-то момент, когда пошли торт разрезать, она начинает резать торт и понимает, что у нее руки начинают окрашиваться в синий цвет, а торт был синий мастихи.
Она мне звонит и говорит: Ли, слушай, я вот тут начала торт резать, у меня, ну, как бы, тронула торт, и он у меня, как бы, руки синие стали, то есть, я говорю, ну, блин, это же мастиха, она же синяя, ну, соответственно, то руки, да, будут синие, цвет. Она говорит: то есть, подожди, ты хочешь сказать, что если сейчас клиенты начнут есть торт, то у них будут рты и языки, то есть, синие? И тут до меня нашло вот эта вся картина, да, а люди непростые, VIP-клиенты, там, директора и так далее. И у меня начинается истерика, потому что я понимаю, что помощник там сейчас с клиентами, они все начинают резать торт, его есть, все синие, руки синие, губы синие, и начинается истерика. И, ну, как ты разбавляешь ситуацию? Ты начинаешь выдумывать какую-то историю, что всем стало смешно. Я обычно делаю так. И я говорю: слушай, говорю, да все будет нормально. Ты фильм, говорю, «Аватар» смотрела, говорю, ты помощнице. Она же там тоже в панике бегает. Какой «Аватар»? Я говорю: слушай, говорю, давай расслабься, все будет хорошо. Ну, ты, говорю, фильм смотрела «Аватар»? Она говорит: да. А теперь представь историю, представь ситуацию, что у тебя все там люди сейчас наедятся этим синим тортом. Все будут синие, как, говорю, как эти аватары, блин, с этими хвостами. И это было смешно ужасно. Она там на другой стороне трубки смеется, у меня истерика, я катаюсь. Ну, это было смешно, просто я тебе рассказываю вкратце. Но потом, когда это мероприятие прошло, я приехала на площадку, и мы потом с ней сели, ну, поговорить, там, как все прошло и так далее и подобное. Знаешь, это после отпуск таких эмоций после мероприятия. И я помню, что я никогда в жизни так не смеялась. Вот правда, это вот у меня воспоминания, и у нее тоже, кстати, вот мы постоянно, когда с ней встречаемся, с этим человеком, она стала моей близкой подругой, я говорю: Викуля, помнишь «Аватар»? Она говорит: блин, ничего не говори. Да, это, короче, в нашей копилке такая история, которая не забудется. Я думаю, что когда мне будет там 80 с копейками, то мы будем это вспоминать, очень стебаться и смеяться. Да, история была забавная. Это, скорее всего, не мысль, это, скорее всего, может быть, не стиль жизни, а правильность моя. Не надо делать людям западло. Нельзя быть подлым человеком, нужно быть искренним. И если ты искренний человек, люди к тебе тянутся, люди к тебе верят. Когда люди тебе верят и тебе доверяют, это дорогого стоит. Я думаю, да. Я думаю, да. Опять же, смотри, искренность, у каждого человека есть моменты, когда тебя лучше не трогать, да, у тебя может это связано с чем-то, с настроением, с работой, там, с личным каким-то, да, вот, и опять же, ты можешь где-то кому-то нагрубить, да, и на площадке-то у меня бывает, и так далее, на кого-то накричать и так далее. Это не значит, что ты человек плохой, просто это эмоции, как у каждого человека. Вот. А насчет искренности, я думаю, да, я искренне. Я люблю говорить, я не люблю врать, я люблю открыто человеку, если мне что-то не нравится, смотреть ему в глаза и говорить это в лицо. И хочу, чтобы люди также со мной были. Мне не нужно, я это моментально чувствую. Я кошка, я сразу понимаю человека, который мне говорит неправду, либо хочет что-то от меня, что-то мне сделать плохое. Моментально. Можно сказать, что искренность – это синоним честности? Конечно. Я думаю, да. Это так и есть, да. Искренний человек, честный человек. По-другому быть не может. Нужно верить в то, что всегда будет хорошо. Вот правда. То есть, если вы настроены позитивно, то у вас все будет замечательно. Жизнь такая штука, она всегда дает тебе испытания. Нужно их просто достойно переживать. На моем жизненном пути были безумно сложные ситуации. Безумно. Я все это пережила. И выжила, скажу так, в хорошем плане слова. Конечно, главное, опять же, это чтобы люди не болели. С болезнью бодаться сложно, да, потому что не знаешь, как будет реагировать твой организм, что будет происходить, немножко другая история. Что касается самого человека,
Да, всегда верьте, что все будет хорошо. Нельзя терять надежду и нельзя терять веру. Все всегда будет хорошо. Как развить уверенность в себе, как поверить в себя и поверить в свои мечты и начинать что-то делать? Слушай, ну, опять же, знаешь, это зависит и от человека, потому что есть люди, которые сидят и вот целый день плачутся. Вот, а вот я не могу, а у меня не получится, не получается. И, причем ничего не делая для того, чтобы у тебя что-то получилось. А другой человек, да, другая женщина, она наоборот, она будет идти, чему-то учиться, развиваться, читать, ходить на мастер-классы, ездить и так далее, подобное. То есть ты будешь каждый день делать что-то новое для себя, учиться, искать что-то новое, то, что тебя зацепит и потом будет приносить тебе счастье, знаешь. То есть это, опять же, зависит от каждого человека лично. Слушай, ну если у человека нет мечты и нет стремления к чему-то, я думаю, то тогда не будет вот этой составляющей части в себя верить, понимаешь? Но опять же, да, вот. То есть уверенность зависит от целей. Если Конечно. Абсолютно, абсолютно. Потому что, ну, у женщины, вот у нее цель родить ребенка и сидеть дома. И других целей нет. Она хочет воспитать хороших детей. Вот, понимаешь? А у другой, допустим, у другого человека, он хочет стать там начальником компании или иметь какую-то свою компанию, или иметь какой-то свой бизнес и так далее, да, то есть немножко другая история. Вот у него есть мечта, он к этому идет, и он уверен в себе, он уверенно идет к цели. Вот эта уверенность, которая дает тебе крылья для того, чтобы совершить этот полет к мечте. За что я благодарна? Я безумно благодарна своим родителям за то, что они мне дали меня, за то, что они меня родили, за то, что они меня выросли. Безумная благодарность моей маме, потому что моя мама – это мой человек, который меня ведет, который мне всегда помогает и в эмоциональном, и в мудрости. Это мое счастье. Моя мама – это мое счастье. Ты можешь сейчас ей передать привет или сказать что-то, и она это... Моя любимая мамуля, я желаю тебе счастья, здоровья в первую очередь. И безумная благодарность за то, что ты нам дала, я сейчас плакать даже буду, мне с моей сестрой в этой жизни. Спасибо, что ты мне подарила жизнь, и спасибо за все то, что ты делаешь и продолжала делать нам с сестрой. Даже сплакнула. Надо давать людям больше свободы, чтобы помогать другим людям. То есть проблемы воды, чтобы не было в Африке, проблем еды, чтобы не было у детей. Да? Я не говорю про нас, у нас нормально. Изменить, знаешь, я бы сказала, вот слишком просто вот изменить войны и так далее. Мне кажется, что грань, вот это хорошо бы было это, конечно, отменить, потому что люди все равны. Просто мы сейчас выйдем с тобой немножко на национальный вопрос, понимаешь, и это будет как бы неправильно. Вот. Я хочу, чтобы люди все жили в мире, без ограничений, без национальностей. Ты человек, принимай другого человека в зависимости от того, кто по происхождению, таким, как он есть. Да? В зависимости от нации, в зависимости от его сексуального расположения. Да? Ты, в первую очередь, человек, ты сделан Богом. Вот. Если бы сейчас весь мир мог услышать тебя, что бы ты сказала всем людям? Будьте добрее. Будьте добрее. Какая у тебя мечта? Ой, слушай, ну не скажу. Это же мечта, она должна осуществиться. Вот когда она осуществится, мы с тобой еще раз я сказала, помнишь, вот мы когда с тобой говорили, я загадала, вот у меня все окей.